умелый пловец, мастер маскировки и обладатель огромных челюстей с невероятно острыми зубами. Обитая в прибрежной зоне, он становится настоящим кошмаром для уступающих в размерах соседей, ведь аппетит этого хищника просто поражает. Но, несмотря на удивительную приспособленность, даже у него есть враги. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – морской леопард. Морской леопард – типичный обитатель антарктических морей и второй по величине тюлень. Но в отличие от родственных гигантов, он обладает длинным мускулистым телом, порой превышающим 4-метровую отметку. Это касается лишь превосходящих в размерах самок, вес которых может достигать 600 кг. И все это при исключительно хищном образе жизни. На суше морской леопард слишком неповоротлив, поэтому пингвины могут разгуливать даже в опасной близости. Но стоит гиганту скрыться под водой, как в него словно вселяются невиданные силы. Обтекаемое тело при поддержке мощных конечностей наделяет хищника невероятной маневренностью и скоростью, достигающей 40 км в час. Арсенал охотника дополняется пятнистой шкурой, поэтому он чувствует себя в воде словно леопард в ветвях деревьев, и зачастую зазевавшаяся жертва даже не подозревает о присутствии страшного врага. Но пингвинов нельзя назвать легкой мишенью. Обитая большими колониями, они приспособились использовать особые тактики, чтобы избежать ненужных потерь. В случае опасности в воду отправляется небольшая группа, и если хищник не проявит себя, остальные вскоре присоединятся к поиску провизии. Но стоит лишь охотнику дать о себе знать, как бдительные птицы моментально отправляются в безопасную зону, а после ищут более подходящее место для плавания. Хотя провести основного врага совсем непросто, и перемещение по суше не остается незамеченным. Поэтому охотник меняет позицию. Пингвины довольно неуклюжи на земле, однако в воде они превращаются в умелых пловцов, но даже их скорости зачастую не хватает, чтобы избежать огромной пасти голодного соседа. Устрашающие челюсти не приспособлены для жевания, поэтому бритвенно-острые зубы совместно с невероятной силой за считанные секунды сдирают шкуру и разделывают добычу на мелкие кусочки, которые незамедлительно отправляются в огромный рот, а пингвины, пораженные таким зрелищем, спешно отправляются на поиски очередного места для спуска. Но одного пингвина явно не хватит, чтобы утолить голод огромного охотника, ведь высокая скорость стремительно сжигает энергию, поэтому для ее восполнения череда внезапных атак продолжается. Из-за активного образа жизни морскому леопарду нужно съедать до 50 кг мяса ежедневно, а учитывая вес антарктического пингвина в 4 кг, нетрудно догадаться, что за несколько дней настойчивый хищник способен заметно уменьшить численность колонии. Чаще добычей становятся молодые и неопытные особи, и в такие дни число жертв может запросто перевалить за 30. Дрейфующие льдины могут стать спасением, но убегающий пингвин не подозревает, что каждое его движение отслеживается. Морской леопард не любит спешки и тщательно планирует каждый шаг, поэтому в подходящий момент он без особых усилий пресекает бегство. Вне океана пингвины чувствуют себя в безопасности, но это не всегда так, ведь способность удивлять развита у хищника не меньше остальных, и невзирая на неуклюжесть, из-за множества паникующих птиц у него остается достаточно времени, чтобы успеть найти подходящую добычу, вместе с которой успешный охотник не спеша отправляется в родную стихию. Особую ценность имеют королевские пингвины, ведь они зачастую весят свыше 10 кг. Однако, зная о присутствии врага, птицы не собираются отправляться с ним навстречу. На помощь вновь приходит хитрая тактика, ведь если добыча не идет к хищнику, то он сам готов выбраться из воды.
Даже если поймать никого не удается, паника моментально охватывает колонию, и птицы спешно покидают лед. Морской охотник, не теряя времени, спешит под воду, где догнать одного из множества проворных и быстрых созданий не составит труда. Добычей свирепого пловца могут стать и летающие птицы, но этому буревестнику повезло, ведь секундное замешательство могло бы стоить ему жизни. В целом, даже у столь продвинутого хищника бывают трудные времена, ведь серьезная добыча не всегда плавает под носом. Однако выжить в тяжелых условиях помогает запасной метод охоты. Опускаясь на глубину, хищник, подобно китам, начинает активно питаться мелкими ракообразными, известными под общим названием криль. В охоте на столь мелкую добычу помогают не совсем обычные коренные зубы. Снабженные боковыми шипами, при смыкании они сцепляются особым образом, что позволяет не только удерживать и разрывать крупную добычу, но и фильтровать мелкий корм. Казалось бы, у столь смертоносного тюленя просто не может быть естественных врагов, хотя в местных водах обитают куда более свирепые и опасные создания. Касатки – невероятно быстрые, умные и настойчивые представители семейства дельфиновых, и чтобы увеличить вероятность успешного промысла, они часто охотятся сообща. Поэтому даже трехметровый гигант меркнет на фоне втрое превышающих в размере охотников, которые настроены весьма решительно. Однако даже касатки при встрече с таким соперником не спешат атаковать, ведь они знают, на что способны острые зубы, поэтому при нападении хищники пытаются заплыть сзади, чтобы уменьшить вероятность нежелательных последствий. Единственный вариант спасения – пытаться оставаться на льдине, ведь пробовать уплыть от дельфинов, развивающих скорость свыше 50 км в час – плохая идея. Поэтому поиск спасения в воде стал для этого морского леопарда фатальной ошибкой. Подобно наземным хищникам, морские леопарды очень территориальны, поэтому любой, кто вторгнется на занятое охотничье угодье, скоро об этом пожалеет. Особенно это касается представителей своего вида. Однако иногда хищники устраивают совместную охоту, и в этом случае подыскивается добыча куда более впечатляющих размеров, а именно другие тюлени, которые занимают весомое место в рационе каждого морского леопарда. В естественных условиях эти хищники могут жить более 25 лет. Развитые рефлексы, скрытность и множество охотничьих тактик позволяют этим гигантам успешно выживать в суровых условиях. Численность морских леопардов находится на отметке в 400 тысяч особей, поэтому на сегодняшний день этим непревзойденным подводным охотникам ничего не угрожает. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!